Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем делать вино из шелковицы сорта Шелли. Шелковица Шелли начинает созревать в начале июня. Это крупноплодная шелковица и достигает размеров от 5 до 7 сантиметров. Я в прошлом видео рассказывал, как ее обрезать, а сейчас немножечко покажу, какая она выросла. Вот такие на ней уже появились плоды. Она сейчас в стадии созревания. Очень большие, симпатичные и просто гигантские. Ягоды достигают вот такого размера, имеют темный цвет, почти черный. Листья пока небольшие, но в течение лета они будут расти и достигать размера головы взрослого человека. В этом году начало лета было очень дождливым, и сейчас идут дожди почти через день, поэтому, к сожалению, она не очень сладкая, но для вина вполне пригодится. Много шелковицы опадают, и мы не успеваем ее собирать, поэтому мы ее соберем, так что упала, и используем для вина, а также, что не хватит, сорвем с дерева. Для того, чтобы будущее вино не пахло плесенью и гнилью, необходимо собирать ягоды самые спелые, не подавленные и не гнилые. Вот такие ягоды вполне подойдут для производства вина и шелковицы. Вот мне удалось насобирать почти полное 10-литровое ведро шелковицы. Теперь пойдем делать вино. Единственное, руки грязные, поэтому, когда собираете ягоды, защищайте их чем-то. Я буду готовить вино из чистой шелковицы без добавления воды. Шелковица у меня не очень сладкая, поэтому на 10 килограмм я беру 3 килограмма сахара и приготовим вино. Высыпаем сверху сахар. И так же, как я делал при производстве вина из винограда, я возьму небольшой венчик для замешивания строительных смесей, оборотистую дрель и будем тщательно все перемешивать. В итоге получилось сладкое варенье из шелковицы. Теперь необходимо из него сделать вино. Для того, чтобы полученное сусло не прокисло, необходимо поставить его под гидрозатвор. Я для этого буду использовать обычный 10-литровый стеклянный бутыль. Из 5-литровой бутылки я делаю такую необычную лейку. Вставляем ее в горлышко и с помощью кружки заполняем 2/3 бутыля. Теперь берем чистую медицинскую перчатку, большой иглой прокалываем дырочку в одном из ее пальцев и накрываем бутыль. Теперь этот бутыль необходимо поставить на неделю в теплое место и после этого отцедить жмых от сока. Место для брожения вина должно быть темное, для того чтобы вино не обесцветилось и не потеряло свой рубиновый красивый цвет. И вот прошло 6 дней, и вино из шелковицы на жмыхе уже отыграло. Перчатка сдулась, и его пора сливать. Это же вино стоит 3 дня, перчатка еще надутая, поэтому я поставлю ее в темное, теплое помещение для доигрывания. Для того, чтобы слить вино со жмыха, необходимо взять чистое ведро, длинную резиновую или пластиковую трубочку и небольшую трубочку из стекла или нержавеющего металла. Эта трубочка нужна для того, чтобы проткнуть жмых и слить вино, которое собралось в нижней части бутыля. Здесь видно, что примерно сантиметров 15-20 занимает жмых. Все остальное вино и маленький тоненький слой осадка. Но это еще не конечный осадок, мы его будем попозже отцеживать. Если мы вовремя не удалим этот жмых, то вино в дальнейшем будет бродить и завоняет уксусом. За счет разности высоты бутыля и ведра будем сливать вино из жмыха.
помещаем трубочку в бутыль до уровня вина. Затем ртом или специальной грушей создаем в трубочке разрежение и выливаем вино в ведро. На следующем этапе необходимо отделить вино от жмыха. Для этого можно воспользоваться марлей или такой мелкой сеткой для промывания макарон. Берем ведро с небольшим диаметром горлышка, ложим сюда такую сеточку и выливаем жмых. Осталось дождаться, пока вино не стечет со жмыха. Для того, чтобы это было быстрее, можно взять ложечку или пресс и слегка подавить, чтобы выдавить окончательно вино. Наконец, остатки вина вышли из жмыха, и его можно использовать как хорошие дрожжи для производства сахарного самогона. Я уже поставил сахарную брагу, и для ее облагораживания добавлю это количество на 30 литров воды. Оно даст дополнительный запах и вкус. В итоге из 2 ведер шелковицы получилось 12 литров вина. После этого нужно попробовать вино и разобраться, чего же не хватает. Вино получилось больше десертное и немного не хватает лимонной кислоты. Но я сейчас поставлю еще на дображивание вино, и если будет мало, всегда можно ее добавить. Для того, чтобы вино не плесневело и хорошо хранилось, оно должно иметь определенный процент крепости, около 12 градусов. Я возьму виномер и замерю, какую же крепость имеет твое вино. Вино имеет довольно хороший процент спирта, около 18 градусов, что очень хорошо. Вино с такой крепостью хорошо будет храниться и никогда не покроется плесенью. После этого необходимо перелить вино в герметичный бутыль, накрыть его перчаткой, поставить в теплое место и дождаться, пока оно окончательно доиграет и осветлится. Для перелива я также воспользуюсь нашей трубочкой. Для того, чтобы вино не окислялось и не имело запаха уксуса, наливать его необходимо почти под самый край. И кислород уже не попадет до вина. Теперь я поставлю гидрозатвор с помощью обычной резиновой перчатки. Вы можете еще использовать трубочку. И уплотняем резинкой. После этого перчатка еще немного надуется, так как там еще идет брожение. И подождем, пока она полностью упадет. В течение месяца еще 2-3 раза сливаем вино с осадка и будем пробовать, какое оно получилось. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как сделать вино из шелковицы без воды. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.